Халтый свой. Как вкусно. Всем привет! Здравствуйте! Как вам моя шапочка? Это для того, чтобы лучше проникнуться темой. Сегодня халтый свой. Еще одна жемчужина бухарской еврейской кухни. Плов или не плов? Хамин или не хамин? Ну, это кому как угодно. В мешочке, в халта. На фарси, то есть персидском, на таджикском и почти на всех тюркских языках халта – это мешок. Вот так вот это вот выглядит. Я не знаю, как и когда был изобретен этот способ, но явно задолго до того, как сулит стал трендом высокой кухни. Способ приготовления совершенно уникальный. Готовится в воде, но без контакта с водой. Ну, начинаем. Я раз слышал, что в некоторых пловах, и не только, предусматривающих мелкие кусочки мяса, можно слегка обойти заморочку с нарезкой. Кто-то иногда даже рекомендует включить в ход мясорубку или топорики. Кто-то режет крупно. Я очень даже за эксперименты и фантазию на кухне, но все же некоторые блюда предусматривают слегка подзаморочиться, так как иначе поменяется характер блюда и результат получится весьма отдаленным от оригинала, чего, разумеется, никто не хочет. Как бы есть блюда, а точнее пловы, определяемые процессами, есть определяемые ингредиенты, а есть пловы, практически все относящиеся к бухарской еврейской кухне, не предусматривающие какую-либо другую нарезку, кроме как очень мелкую. На самом деле и в узбекской кухне есть тоже несколько таких пловов. Разве можно назвать бергурунч-бергушт или шодыбеги-полов, или даже ситура, так как они называются, если мясо будет нарезано большими кусками? Думаю, что нет. Вообще действительно, так ли смурно выглядит процесс, если слегка подморозив мясо и абстрагируясь от суровых реалий рутины, с ножом в руке и мыслями о вечном, под аккомпанировку бархатного голоса, ну, скажем, Том Уэйтс, или оду радости из 9-й симфонии Бетховена. В общем, абсолютно без проблем мясо режется на мелкие кубики в предвкушении будущего плова. Все, закончили. Слезки надо пойти помыть. Переходим к нарезке сухофруктов. Начинаю с чистки фиников, счищаю шкурку для того, чтобы потом в готовом блюде вся эта красота не распространилась по всему блюду. Нарезаем их сначала полосками, потом кубиками. Чистим яблоко, свежее яблоко, счищаю с него шкурку. Нарезаю таким же образом, как и финики. Сейчас перехожу к черносливу. Чернослив нарезается точно таким же образом, как и все остальное. Курага совершенно так же. Выбор сухофруктов, он всегда разный. Кто-то пользуется одним, кто-то пользуется другим. Я сделал какой-то свой букет, который мне кажется уместным и подходящим для того результата, который я хочу получить у себя в Легане. Я позволил себе немножко вольность. Никто никогда не говорил ни про какие вяленые яблоки, но мне показалось, что это будет очень уместным в общем букете. Изюм можно, конечно, и порубить, но мне хотелось, чтобы это выглядело красиво в блюде, поэтому немножечко подзаморачиваюсь. Клюква как-то рублю. Вот такой вот красивый коврик у нас получается. Я позволил себе немножко вольность. Сичуанский перец вместе с черным. Я думаю, что это будет хорошо.
Ну. С Богом. Потому что сюда соли немножко не мешает. Тут лучше получится. Растительное масло, виноградные косточки. Как-то на глаз. Без масла нельзя. Я думаю, грамм 100. Ну что, все, вся эта красота перемешивается. Так, ну что, мешочек. Вперед. Ну все. Вот. Чуть-чуть осталось. Пару пальцев сверху. Так. Водичка кипит. Тарелочку я опускаю вниз аккуратненько. Водичка кипит. Ух ты! А мешочек отправляется в водичку. Все, пусть себе варится. Опа. Так, на всякий случай. Специалист? Завязал красиво. Бантик не сделал? Сделал бантик? Так там же еще узелок он сам. Отрежь все. Не хочу, я экономлю. Веревочку. Ну да, как еще иначе, ну постираю, поглажу. У меня еще один узелок здесь есть, ты знаешь? Это этот самый, от этого. От самого мешочка. Точно как матрос. Да, я мясо буду покупать там. Дядя где? На буталиновой фабрике работает? Так, Это вызов Давид. Давид хотел 4 шекелей получить. ух ты! Белое? А, это яблочки? Догадайся. Да, это яблочки. Ну, все мельче надо. Я старался. Так, ну все? А было слово, там даже не плюс. Ух ты! Ух ты!
Очень скоро мы снимем еще одну жемчужину из бухарской еврейской кухни – бахш в мешочке. В последнее время бахш победно шествует по планете. И кто его только не готовит. Все уважающие себя плововары и пловоделы обязательно включают этот плов в свой репертуар. Но в мешочке очень мало кто готовит перед камерой. Вокруг этого способа приготовления существует куча легенд и мифов. Как бы один большой нимб. Это такая огромная аура. В общем, очень скоро будет видео. Оставайтесь с нами. Подписывайтесь на канал. Пишите. Будем рады. Надеюсь, будет интересно. После новогодних праздников, с традицией только раз в году, организм приходил в себя эдак с неделю. И я пришел к заключению, что пора бы и плов приготовить. Створял. Но, видимо, то ли барашек был жирненький, то ли жирка на ребрышках у бычка скопилось изрядно, а может быть, еще не совсем очухался от новогодних шуб и оливье. В общем, было вкусно и даже очень. А может быть, было много, потому что вкусно. Но не совсем пошел. Вроде как и погода располагала. Январь в Израиле какой-то смурной и зябкий получился. В общем, супруга попросила извлечь мешок из ящика, и не оставалось ничего, кроме как перед лицом своих товарищей торжественно пообещать приготовить плов в мешочке, то есть бахш. Не часто практикую словосочетание диетический плов, но все же мешочная версия, то есть версия халта, слегка полегче казана. В общем, мой казан превратился в кастрюлю, и Остапа понесло. Было пару весьма достойных бахши халтыги. А потом всплыл в памяти халты саву. Еще одно очень достойное блюдо бухарской еврейской кухни, которое ел очень давно и захотелось воспроизвести правильно. В общем, что делает человек, который что-то очень хочет, но недостаточно знает? Ну, разумеется, спрашивает людей. Людей, съевших собаку на рецепте и осведомленных о тонкостях несколько больше, чем моя скромная персона. Это блюдо называется хальтесво, это бухарское блюдо. Оно готовится в мешке. Хальта – это мешочек. Оно немножко аналогично бахшу, только здесь есть такие сухофрукты, специи и рис с мясом. Мясом и немного бараньего жира. Так, чтобы оно было сочнее, вкуснее. Безусловно. Вот, да. Что-то среднее между хамином и пловом. Или как? Абсолютно верно. Да? Да. На самом деле, насколько я знаю, как бы это может готовиться и очень-очень-очень много часов. Это не повлияет на рис, на рассыпчатость. Нет, если правильно готовить, оно не должно повлиять. Оно должно получиться рисинка одна в одну, так же, как и в бахше, так же, как и в плове. Ну, надеемся, что у нас получится правильно. И все остальные ингредиенты придадут особый привкус. В общем, пообщался. Услышал с десяток рекомендаций. Пригласил себя в гости к очень хорошим людям. И даже не один раз. После того, как сделал несколько своих вариантов. Как часто бывает с национальной кухней, единственный и неповторимый аутентичный рецепт не нашел. Но, безусловно, картина из абстрактной сложилась в очень даже реалистичное и осязаемое представление о том, как и о том, что есть халты саву.
Никто не называл блюдо пловом, скорее хамином. Но все сходились на том, что обязан быть сладковатый привкус, блюдо должно быть светло-коричневым, этакое кофе с молоком, ну и то, что блюдо готовится долго. Долго это 8, 10, 12 часов. Так как изначально блюдо субботнее, нарезка делается на шаббат, ставится на огонь. Ну и заканчивается, когда, скажем, все вернулись, на следующий день, конечно, да, все вернулись в синагоги, счастливые и голодные, вернулись в полдень, в субботу или чуть-чуть до полудня. Традиционно блюдо готовилось нечасто. И считается, что оно самое то для хатан шаббат. Готовится для счастливого зятя домот в первую субботу после свадьбы. После того, как молодой человек вступил в права мужа и принят в семью. Как бы небольшое лирическое отступление из старины глубокой. В общем, возвращаясь к блюду. Рекомендации были довольно разные, но каждая была интересна сама по себе. Люди, делившиеся своими рецептами, имели корни с разных мест. Кто-то с Самарканда, кто-то с Ташкента, с Маргелана, кто-то с Душанбе. В общем, не знаю, может быть, география отложила небольшие различия в характер блюда, может быть, какие-то семейные традиции, но убежден, что если бы сделал опрос в одной махале, то наверняка пришел бы к тому же выводу, что 2 еврея, 3 мнения, а может быть и больше. В общем, постараюсь описать процесс, не мудрствуя лукаво, и постараюсь собрать пазл из разных рекомендаций. В общем, прежде всего, какие ингредиенты? Рис. Тут все сходились на круглом, хотя кто-то рекомендовал и пропаренный. Сухофрукты. Здесь мнения расходились. Какие? Кто-то говорил о финиках и темном изюме. Кто-то финики, курага, изюм и чернослив. Кто-то говорил только об изюме. Кто-то говорил о нескольких разных сортах изюма. Несколько человек упоминали свежее яблоко туда же. Кто-то говорил про черный чай. Вот в мешок черный чай. Как бы все вышеперечисленное отвечает за характер блюда. Цвет и сладковатый привкус. Следующее. Мясо. Здесь тоже нет консенсуса. Кто-то говорил про микс баранины или говядины с птицей. Кто-то про выбор мяса с хорошим процентом соединительных тканей и коллагена, то есть жир. Какие-то субпродукты. В общем, почти полная свобода. Жир. Разумеется, курдюк. Ну или на худой конец говяжьи ребрышки, осада, репчатый лук. Тут почти консенсус. Специи. Тут тоже мнения расходились. Кто-то только черный перец и соль, кто-то соль, перец, зира, сладкий, чили и паприка. В общем, тоже вопрос открытый для интерпретации. Растительное масло в пропорции гораздо меньше, чем традиционный плов в Казани. Ну а теперь как бы следующий этап. Вот после того, как все ингредиенты собраны, самая трудоемкая и кропотливая часть программы – это подготовка продуктов, то есть нарезка. Нарезка обязана быть очень мелкой и тщательной, включая изюм. Хотя кого-то вполне устраивал размер мелкого кишмиша целиком, ну и, разумеется, все остальные ингредиенты нарезаны точно таким же образом, примерно такого же размера. Все вышеперечисленное говорит об относительно однородной консистенции составляющей блюда. Ну вот как бы все, общая картина самой кропотливой подготовительной части. Я воспроизвел в голове сложнейшую математическую операцию умножения дважды 2. 1 раз получилось 5 и 2 раза 7. Сделал несколько разных версий. И пришел к очень интересному выводу, что 4
не получится никогда. Ну и 5 и 7 имеют место быть и даже быть высоко оцененными гурманами, облизывающими пальчики не потому, что так требует восточный этикет и хорошие манеры, а потому что это просто вкусно. Я угощал очень требовательных едоков. Реакция была более чем положительной. Ну вот как бы все. А, да, чуть не забыл. Все мои версии скорее ближе к плову, чем к хамину. Мне очень хотелось видеть вкрапление мяса и сухофруктов на фоне светлого риса. Ну, как бы это мои личные предпочтения. Разумеется, можно быть ближе к оригиналу. Тогда нужно немного иначе отнестись к времени приготовления, безусловно. То есть дольше. Ну и выбору ингредиентов, конечно же. Выбору ингредиентов, ответственных за цвет. Можно добавить черный чай. Он сделает свою работу. Если кому-то кажется, что чай может испортить вкус, то совсем не стоит переживать. Я делал никаких дополнительных привкусов, кроме цвета в готовом блюде, никак не ощущалось. Вроде все.